Вот, кстати, вопрос следующий, связан со страновыми элитами от Сергея. Связано ли желание ГП отменить Брексит с тем, что он опасается того, что получившие самостоятельность от англосаксов, германские, французские, итальянские страновики обязательно сделают все, чтобы Иран никогда бы не состоялся в качестве центра концентрации управления? Даже близко нет. И вы постоянно говорите об американских страновиках и их кадрах, а также о том, что большая их часть оказывается просто ненужной в рамках планов ГП по переформатированию глобальной системы управления, в особенности в связи с переносом Евроатлантического центра из США в Китай, что повлечет обрезание подавляющего большинства из них. Только вот данные процессы переформатирования не ограничиваются этим, потому что также планируется перенос европейского центра из Европы в Иран. Да. Какова судьба ожидает страновые элиты ведущих континентальных стран Западной Европы, таких как Франция, Германия, Италия, в рамках последнего? Такое же обрезание большинства из них, как и в случае с американскими страновиками? Нет. Абсолютно. Разное положение у британской национальной элиты, у страновой элиты, у европейской страновой элиты и у американской страновой элиты. Значит, смотрите, какая ситуация. Я уже это объяснял. Британская страновая элита по факту уже распределена по миру, и она спокойно может растечься по странам английского, британского доминиона. Ну, спокойно, вот просто раз и разошлись. Возникли какие-то проблемы и разошлись. Вот. Американская страновая элита, ее численность раздута непомерно, просто непомерно. Они присутствуют в качестве силового давления на страны и народы по всему миру. Американцам, как государству, такое количество управленцев такого профиля просто не надо. Соответственно этому огромное количество людей остается безработным. И они, естественно, начинают защищать свои интересы. Им нужно быть паразитами на всем мире, высасывать соки. Они не понимают, что рухнет вся цивилизация на планете Земля, и они погибнут. Но им кажется, что Трамп просто предает их интересы. Поэтому они сопротивляются. Позиция страновой элиты европейских стран – это третья позиция. И она совершенно никак не связана с Брекситом. Ничего глобальщики от страновиков Европы никакой опасности не видят. Вот вообще, от слова совсем. С Брекситом, повторяю, ситуация вышла вот таким вот образом, каким она вышла, из-за того, что переформатирование России пошло не тем способом, и более того, Россия стала обретать концептуальную властность и проводить свою глобальную политику, поэтому у глобальщиков срочно потребовалось стабилизировать всю Европу, переформатировать ее, создавая на территории Европы новые страны, вернее, новые народы, новые языки, новые страны, государства. Притормозить этот процесс. Только из России. Никакого опасения, что им что-то может сделать страновая элита Европы у глобальщиков не было, нет и не может быть по факту. Вы понимаете, что страновую элиту Европы положили под страновиков США? Это уровень дееспособности. Уровень дееспособности страновой элиты Европы. То есть Европа теперь может спастись только если она примет на себя, для себя концептуальное водительство. И в данном случае самый оптимальный вариант к Путину. Все к Путину. В очередь. Не надо так. Вот. Так вот, а что же касается по планов глобального предиктора по переформатированию Европы, созданию там нового центра концентрации управления, создания нового центра концентрации управления в лице Ирана и созданию новых народов, языков и государств на территории Европы. Что же быть-то со страновыми элитами европейских стран?
Да все же очень просто. Европейские страны так или иначе в рамках международной интеграции, мирового разделения труда в той или иной степени присутствуют в так называемых странах третьего мира. Страны третьего мира испытывают колоссальный кадровый голод в специалистах в различных сферах жизнедеятельности. Европе просто нужно будет немножко вспомнить старый свой колониальный опыт. Когда французские специалисты, управленцы жили, например, во Вьетнаме и управляли, но теперь их на других условиях. Ну мы же вот в 30-е годы мы брали инженеров, особенно американских, для того, чтобы поднимали страну. То же самое требуется тому же Ирану, не говоря про другие страны. Тому же Ирану требуются квалифицированные специалисты в различных сферах деятельности. Он из Европы их с удовольствием примет для себя. Остальные рассосутся. Не так много в Европе вот этих кадров, которые в принципе нужно будет спасти от удара по переформатированию культурной идентичности стран, европейских стран. Их не так много, их невозможно сравнивать с американскими. И невозможно сравнивать их по профессионализму. Американские чиновники, их профиль не нужен никому. Просто никому не нужен. Хотя, честно говоря, многие бы могли сейчас неплохо устроиться. Я сейчас об этом скажу. А вот европейские представители элит, специалисты, они спокойно могут переехать в третьи страны мира. Что касается определенного выхода и для американской страновой элиты. У американцев столько специалистов, работающих в странах, в том числе и третьего мира, что девать их просто некуда. Но любая страна, которая ведет свои взаимоотношения с Соединенными Штатами, нуждается в консультантах и специалистах по общению с деловыми кругами Соединенных Штатов, пока эти деловые круги Соединенных Штатов существуют. Так вот, американским специалистам Госдепа надо не в посольстве сидеть, а перебегать на госслужбу или в какую-нибудь финансовую корпорацию вот этой третьей страны, устраиваться там, пока его услуги востребованы. Он может устроиться на хороших условиях, потому что у него есть хорошие контакты личностные с государственным истеблишментом и деловыми кругами Запада. Вот такое, но это окно небольшое. Таких специалистов не так много. Основная масса это обычные клерки, которые не имеют, но они не представляют угрозы Трампу в смысле совершения вот такого госпереворота и обрушения мировой цивилизации. А это уже угроза всем нам. Нужно, а вот ведущие, вот такие ключевые игроки, они спокойно устроятся, а кто вот на эту мелкую сошку вот этих чиновников мелких, у которых контактов-то нет серьезных с деловыми кругами и госаппаратом Соединенных Штатов. Они, во-первых, повторю, они не представляют никакой опасности в плане вот этого. Когда масса, это вот знаете, как просто массой затопчат, а если не будет пастуха, который погонит эту массу, чтобы она затоптала, то и все. А пастухи могут устроиться в третьих странах на хорошие вакантные должности, их с удовольствием возьмут для организации взаимодействия с Соединенными Штатами и их деловыми кругами. Не для этой цели сейчас стоят пустые города в Китае? В Китае вообще для специалистов стоят. Задержка происходит с переносом центра концентрации управления из Великобритании. Брексит надо отыгрывать назад. Потому и города стоят пустые, а то бы уже было заполнено. Мы уже работаем. Во многом, кстати, было бы заполнено.